Всем привет! Я Марина и с вами Школа Сакрамел. Приветствую вас на моем канале, рада буду вашей подписке. Я думаю, что уже практически каждый мастер владеет техникой выравнивания ногтевой пластиной, ну или хотя бы пробовал сделать укрепление ногтей базой. Но, возможно, вы сталкиваетесь с рядом проблем. В этом видео речь как раз таки пойдет о популярных ошибках, почему у вас не получаются красивые аккуратные ногти при выравнивании ногтевой пластины. Я уже выполнила маникюр и подготовила ногти к покрытию. Поехали! Первая ошибка – толстый торец. Начнем с самого начала, со снятия гель-лака фрезой. Специально оставила ноготок для демонстрации. Не поверите, но залог успешного и быстрого выравнивания уже начинается с этого этапа. Поверхность должна быть ровной, без бугров. Если клиент хочет намного убрать длину, сделайте это сначала при помощи твердосплавной насадки. Если чуть-чуть, то делайте это уже после снятия материала. Практически не оставляем базу на свободном крае. Помним, что на готовых ногтях вместе с покрытием толщина должна быть не больше, чем толщина пластиковой карты. Если оставить большую толщину в торцах, к ней прибавить выравнивающий слой базы, то по итогу ногти будут казаться очень объемными и массивными. Вторая ошибка – неверная архитектура. Апекс, наивысшая точка натурального ногтя, должна располагаться в центральной части на стрессовой зоне. Если не соблюдать архитектуру, это может привести к сломам ногтей. Часто ошибка на взлетных ногтях, когда нанесли много материала, а ногти как были вверх растущими, так такими и остались. Третья ошибка – неудобная консистенция. Например, вы начинающий мастер и выбрали базу жидкой консистенции. Вы просто не успеваете сделать выравнивание, все растекается и происходят затеки. И наоборот, очень густая база долго распределяется по ногтевой пластине и не подходит очень опытным мастерам. Пусть у вас будет несколько видов баз для разных ногтей, или выберите оптимальную, которая подходит для вашей скорости. Четвертая ошибка – слишком мало или много материала. Малое количество не успевает разравниваться, а большое дает излишнюю толщину. Ногти становятся пирожками. Выравнивание не должно быть объемным, оно призвано лишь исправить недостатки ногтевой пластины. Пятое – это ошибки в нанесении первого тонкого слоя. Например, нанесли гель-лак под кутикулу, и выравнивающий слой образует затеки. Или не прокрасили полностью ноготь, и по бокам образуются плюшки из материала. Ноготь должен быть покрыт не густым, тонким слоем базы с небольшим отступом от кутикулы. Шестая ошибка – неровные блики. Хаотично водили по поверхности, кисть глубоко проникала в материал. Водили, но нужного результата так и не получилось. Для того, чтобы увидеть блик, поставьте настольную лампу с круглым плафоном максимально близко к ногтю. Перекатывая пальчик, вы должны увидеть равномерный кружок без преломления. Седьмая ошибка – это долгое разглядывание. Мастера крутят, вертят пальчик, хотят увидеть тот самый блик. В это время материал затекается и образуются неровности на боках. И если долго держать палец в перевернутом состоянии, то материал стекает к центральной части ногтевой пластины, оставляя боковые стенки без покрытия, что также может приводить к сломам ногтей. Мы разобрали основные ошибки, нашли среди них свои? Тогда поставьте пальчик вверх. Обязательно подпишитесь на канал. Желаю всем успехов в работе. Пока-пока!